Однако их издевательства внезапно прерываются золотым лучом огня. С неба слетает девочка, заявляющая, что несправедливо издеваться над первокурсником с низким значением силы, и что эта девочка никто иная, как Сон Винг, дочь легендарного цветка занавеса фруктовой воды. Группа. Все восхищаются ею, в то время как старшеклассники, напуганные ее репутацией, быстро отступают, заявляя, что мальчикам не следует драться с девочками. Она подходит к Йенгу и заверяет его, что защитит его несмотря ни на что, и они пожимают друг другу руки. Но, к всеобщему удивлению, он протягивает ей $10, которые требовали от него хулиганы, оставляя всех в большом замешательстве, включая какую-то девушку, так как она думала, что ее ночная ставка была выше, чем у других. Позже зоопарк появится в виде голограммы и попросит учеников пройти тест на духовную силу, чтобы определить их место в классе. И ученики с отличными оценками будут зачислены в элитный класс, в то время как остальные будут в обычном классе. Когда начинается испытание, первый студент Сюань оказывается в темной комнате, где на полу вода, и вдруг появляется гигантская лягушка, и вода начинает светиться. Студенты наблюдают за происходящим на большом экране снаружи. Одна девушка узнает в лягушке ту, что напала на город много лет назад и была побеждена мастером Джо. Но узнав, что девушки целуют лягушек, чтобы найти принца, она, видимо, решила вернуться. Вот же дура. Ведущий объявляет, что настоящая гигантская лягушка запечатана под кампусом, а та, с которой они сейчас столкнулись, всего лишь воплощение ее духовной силы. Студентам нужно призвать свою духовную силу и ударить лягушку по голове, но многие не могут даже коснуться барьера. Затем на сцену выходит мальчик по имени Чен Чао, уверенно ударяет по барьеру лягушки рукой, которая светится огнем, и его выбирают в элитную группу вместе с Го Хао, у которого впечатляющая сила 886. Затем в состязание вступает девушка по имени Сун, ударяя лягушку с силой 2019, и ее объявляют богиней. Когда появляется Ван Сторн, лягушка обращает на него внимание, чувствуя его силу и вспоминая их встречу много лет назад. Лягушка думает, что если она нападет, то ее душа и дух окажутся в опасности. Ван, чтобы сохранить средний балл, притворяется, что борется, прикладывая минимум усилий, но вкладывая максимум. Он уже собирается ударить, но экран вдруг начинает показывать перевернутое изображение лягушки. К всеобщему удивлению, на экране появляется значение силы Вана 99,99. Толпа в шоке, и Санбро понимает, что на этот раз у гигантской лягушки не было защитной мембраны. Он задумывается, почему лягушка так отреагировала, ведь он даже не ударил ее, и понимает, что она притворялась мертвой. Он занимает свое место в элитной группе, и класс успокаивается, а Пен и преподаватель начинают первый урок призыва. Пен объясняет, что пространство вокруг них наполнено духовными сущностями, и они должны использовать свою духовную силу, чтобы создать проход в пространстве и призвать духовную сущность. Она также объясняет, что размер и сила призванной духовной сущности зависит от уровня их силы. Студенты пытаются призвать духовную сущность, и Чин призывает палку, что вызывает смех у остальных. Ну, я думаю, он хотел поэкспериментировать со своими навыками призыва. Тем временем Сан-девушка успешно призывает скелетообразную собаку с милым розовым бантиком на хвосте и игриво называет ее бездомной собакой. Наблюдая за своим творением, она не может не задаваться вопросом, сколько духовной силы действительно нужно, чтобы призвать настоящего духовного зверя. Когда наступает очередь Уэйна, в классе происходит взрыв, и он неожиданно призывает гигантскую лягушку из теста, что вызывает панику среди учеников. Преподаватель Пен быстро вмешивается, объединяя бездомную собаку Сан-девушки с гигантской лягушкой, в результате чего получается странная зеленоватая собака. Ученики восхищаются новым созданием и ласково называют его лягушонком. Наступает следующий день, и когда Ван идет в школу, на него нахлынывают воспоминания из детства, напоминая ему о том, почему он всегда старался быть незаметным. Он вспоминает о необычных событиях, которые, кажется, происходили с ним с самого рождения, и о том, как он появился на свет без посторонней помощи, поразив родителей своей, казалось бы, врожденной силой. Зачем нанимать акушерку, если можно выбраться из утробы матери как супергерой? Но на этом его необычные способности не закончились, и когда он подрос, то обнаружил, что его прикосновение обладает невероятной силой, и разбил меч, который родители с любовью купили ему в качестве подарка. Хотя он знал, что на самом деле его мать купила поддельный меч, чтобы отец не потратил половину своих с трудом заработанных денег. Необычные происшествия продолжались, и однажды в свой день рождения он случайно поджег весь дом, пытаясь задуть свечи на торте. Забудьте детские стишки, этот парень еще в детстве разбивал мечи и поджигал дома.
Тем не менее, когда его родители увидели, как он в 6 лет победил гигантскую лягушку 5 уровня, они решили, что вино должно вести обычную и счастливую жизнь. Они дали ему защитный амулет, который нужно было носить на шее, и золотую таблетку, которую нужно было принимать каждый день, чтобы подавлять его силу. Несмотря на это, он оставался сильным, и его отец пообещал создать новый амулет, который будет лучше скрывать его силу. До тех пор Ванг решил ходить в школу и вести себя как можно незаметнее, сливаясь с остальными учениками. Придя в школу, он оказывается на выборах старосты класса. Чен и Сан соревнуются за звание лучшего студента. Сан, пытаясь привлечь на свою сторону первокурсников, предлагает им бесплатные товары из магазина в обмен на голоса в свою поддержку. Чен и Гуо критикуют ее за нечестность, но она считает, что это отличная возможность продемонстрировать свои таланты и обаяние. Никто не принимает ее подарки, кроме Хуана, который не может устоять перед соблазном попробовать лапшу, приготовленную Сан. Он заключает с ней сделку, обещает отдать 5 голосов в ее пользу в обмен на 5 упаковок хрустящей лапши. Увидев, что Хуан принимает ее подарки, все начинают получать бесплатные товары в обмен на голоса. Сан умело использует свои чары, и над головами тех, кто получает ее подарки, появляются магические знаки. Хуан прощается с Сан и предлагает ей золотую пилюлю, которую ему подарила мама. Он считает, что одного голоса недостаточно, чтобы отблагодарить Сан за 5 упаковок лапши. Он еще не знает, что это приведет к недоразумению. На уроке учитель рассказывает о чарах соблазнения и использовании заклинаний и печатей для передачи духовной силы другим. Учитель рассказывает о происхождении заклинания, которое было создано 1000 лет назад таинственным человеком по имени Маленький Мудрец, у которого было более 300. Это действие создает ощущение духовности, которое временно ослабляет бдительность получателя, позволяя духовной силе оставить свой след и взять контроль. У Ванга возникают подозрения, когда он вспоминает, что солнечная девочка раздавала вещи бесплатно, и задается вопросом, не использовала ли она на всех это заклинание соблазнения. Но тут его осеняет. Он отдал ей золотую таблетку в качестве ответного подарка, а значит, заклинание на него не должно было подействовать. Быстрым и незаметным жестом он показывает ей, чтобы она съела таблетку, но, к сожалению, она принимает это за проявление романтического интереса. Бедная солнечная девочка, думая, что нашла новый источник силы в золотой таблетке Ванга, съедает ее, но она и не подозревает, что это скорее истощает ее духовную силу. Этот неожиданный поворот событий освобождает всех от ее заклинания соблазнения, и Чин побеждает на выборах и становится президентом класса. На следующий день по пути на урок по обработке камней Ванг встречает солнечную девочку, которая приезжает в школу на большой машине с телохранителями. Она идет по красной ковровой дорожке с важным видом, и он замечает магический знак у нее на голове, понимая, что он случайно применил заклинание соблазнения к солнечной девочке. Он осторожно подходит к ней, протягивает руку, чтобы нежно коснуться ее волос, и стирает знак, снимая с нее его действие. В классе их учитель Пан объясняет сложный процесс создания пилюли жизненной силы с помощью горшка Янсин и печи, а ученики незаметно оценивают печи друг друга. Чен с гордостью достает медный котел, который принадлежал его прадеду, и мечтает, что солнечная девочка будет восхищаться им из-за этого сокровища. Затем учитель объясняет классу, как подготовить основу для пилюли, и говорит, что терпение – это главное, потому что на создание пилюли уйдет 7 часов. Он предлагает вернуться позже и посмотреть, как идет процесс. Ученики с энтузиазмом берутся за работу, желая показать себя друг другу. Гау думает, что печь Чена больше подходит для массового производства, но признает, что для небольших объемов она не очень удобна. Солнечная девочка, демонстрируя свое превосходство, гордо достает усовершенствованную машину, которую привезли с ее семейной фабрики. А вот нестандартный выбрал обычную микроволновку, чтобы придать процессу изготовления пилюль современный вид. Тем временем Гуо, всегда практичный, достает старинную печь с встроенным терморегулятором и дисплеем, излучая уверенность в своих способностях. Но спокойствие в классе нарушил внезапный взрыв котла, вызвавший хаос и панику. Чен в ужасе убегает, боясь, что скажет отец, и его крики разносятся по коридорам. Позже в класс заходит лягушонок и поглощает печь гуся, чтобы впитать ее духовную энергию и стать сильнее. Но Плакса, предвидя действия лягушонка, вовремя возвращается.
Лягушонок 2, почувствовав опасность, выпрыгнул в окно в отчаянной попытке убежать от него. Началась игра в кошки-мышки. Он быстро догоняет Фроги 2 и силой забирает у него печь, а затем идет в туалет, чтобы помыть ее. Но когда Гуо видит, что Хуан выходит из туалета с печью, он понимает, что происходит. Смущенный и подозрительный, Гуо направляет на него пистолет, а Инь, пытаясь объяснить правду, оказывается в ловушке недопонимания. Несмотря на его объяснение, Гуо не верит ему и нажимает на курок, но случайно стреляет в Чена, который подбегает к Вангу, и тот падает без сознания. Пока Ванг отчаянно пытается спасти Чена, Гуо не обращает на это внимания и просит Ванга помочь ему приготовить противоядие, чтобы вылечить Чена и сохранить все в тайне. Взамен он обещает простить Ванга за то, что тот забрал его печь. Они осторожно несут Чена в класс и, вооружившись учебником 3-го уровня, начинают готовить противоядие, зная, что на это уйдет не меньше 4 часов. Пока они ждут, Фроги 2, как всегда, озорной пытается снова стащить печь. Быстро среагировав, Гуо использует вспышку, которая заставляет Фроги 2 излучать духовную энергию, превращая его в импровизированный нагреватель. Он проверяет печь и понимает, что духовная энергия Фроги 2 случайно ее разогрела. Увидев в этом удачу, они решают использовать духовную энергию Фроги 2 в своих интересах, направляя ее на печь, чтобы ускорить процесс. Как только они заканчивают, они слышат, что ученики возвращаются в класс и понимают, что их вот-вот обнаружат. Ванг начинает действовать, пытаясь скрыть следы, а Гуо отчаянно пытается задержать учеников. Но несмотря на все усилия Гуо, инструктор Пен и остальные ученики заходят в класс. К его удивлению, все выглядит нормально, и он понимает, что Ван быстро прибрался на месте происшествия. Инструктор Пен подходит к печи БУ и достает оттуда золотую таблетку, за что получает 85 баллов. Но когда инструктор подходит к печи Вана, чтобы проверить таблетку, она оказывается разбитой и обугленной, как будто взорвалась. Пэм отчитывает его за плохую работу, и Гуо начинает подозревать, что Ван отдал свою таблетку Гуо, а сам взял таблетку Чена. Он дает себе клятву стать лучшим другом Вана, не зная, что его собственная таблетка осталась в печи, а у Вана, очевидно, не получилось ее приготовить. После урока они достают Чена из котла, и оказывается, что Ван в спешке, чтобы спрятать Чена, бросил его в свой сломанный котел. Позже Чен приходит в себя и спрашивает про свой котел. Гуо отвечает, что они его починили. Затем он обнимает Вана, извиняется за то, что плохо о нем думал, и плачет. В классе Сан подходит к Вану и приглашает его на свидание, чем приводит его в замешательство. В этот момент он замечает 2 убийц в масках кроликов на крыше и снайперскую винтовку Эми, направленную на Сан. Действуя быстро, он использует свои силы, чтобы отразить пулю, спасая Сан. Не зная, что она в опасности, она продолжает уговаривать Вана пойти с ней на свидание. Видя, что он игнорирует ее, Чин расстраивается и начинает плакать, а Гуо его утешает. В этот момент в класс заходит администратор и зовет Вана, который подходит к нему. Санни ошибочно думает, что Ван согласился на ее предложение, и слухи об их романе начинают распространяться по всей школе. Преподаватель представляет Вана мастеру Чжуи, и они остаются наедине, чтобы обсудить это. Чжу сразу же узнает в нем мальчика, победившего гигантскую лягушку, и обращается к нему с уважением, называя мастером, и просит Вана взять его в ученики. Однако он использует свою способность стирать память, чтобы Чжу не помнил об этом разговоре и не впал в кому. Чтобы обезопасить Чжу, он уменьшает силу способности вдвое и уходит. Затем он идет в тихое место, чтобы поесть лапши, но к нему присоединяется лягушонок, который сообщает ему об убийцах. На следующий день Ван видит во сне Санни, резко просыпается в своей комнате и видит, что она и ее охрана ждут его у открытого окна. Он в ужасе закрывает занавеску и спускается вниз, чтобы позавтракать. К его ужасу родители в восторге от того, что он встречается с Санни, и просят его поторопиться, чтобы она не ждала слишком долго. Они даже спорят о его личной жизни, пока он специально тянет время, проверяя соцсети. Родители с гордостью показывают ему дорогие таблетки для красоты, которые подарила Санни, и утверждают, что они улучшают внешность человека. Отец Вана радуется новым отношениям сына и дает ему советы. Родители выгнали его из дома, чтобы он пошел на свидание с ней. Он неохотно садится в машину к девушке и втайне надеется, что убийцы, о которых говорил лягушонок, появятся прямо сейчас. Она говорит, что они едут в парк развлечений под названием «Небесный рай», который принадлежит ее семье и совмещает коммерцию и отдых. И упоминает, что его построил ее дедушка специально для нее.
Пытаясь подшутить над Вонгом, она говорит, что никогда раньше не была в этом месте, потому что хотела привести сюда свою любовь, а Мине это просто шутка. В парке развлечений они посещают пещеру Вселенной, где гид объясняет, что каменная стена внутри пещеры – это стена предсказаний. Говорят, что если положить руку в рот феи, то стена предскажет будущее их отношений. Сангерл верит в легенду и убеждает Вонга попробовать. Но когда они подходят к фее, Вонг замечает двух убийц, которые преследуют их в небесном раю. Убийцы быстро достают оружие и стреляют, но Вонгу удается поймать пулю ртом, и Сонг, неправильно поняв его реакцию, думает, что он улыбается ей и краснеет. Чтобы защитить ее и предотвратить любые неприятности, он использует свои силы, чтобы остановить убийц. Затем он стирает воспоминания, используя свой трюк с 50% забыванием, чтобы убрать этот инцидент из памяти Сонг и гида. Вонг и Сонг продолжают свое свидание, наслаждаясь различными аттракционами и играми, а Ин следит за их безопасностью, предупреждая о любых дальнейших попытках убийц. Он также использует свой трюк с забвением всякий раз, когда это необходимо, чтобы стереть эти инциденты из их памяти. Позже, на закате, она спрашивает его, могут ли они вместе покататься на чертовом колесе и посмотреть фейерверк. Ван соглашается, думая, что, возможно, найдет минутку спокойствия на чертовом колесе, но оказалось, что он ошибался. Они оба забираются на сиденье и садятся лицом друг к другу, однако убийцы следуют за ними внутрь колеса обозрения, когда оно взлетает. Пока они наслаждаются прекрасным зрелищем, убийцы внезапно нападают на них, размахивая пистолетами. Какая-то девочка подозревает, что убийцы принадлежат к теневой фракции, и встает между убийцами и Ваном, полной решимости защитить его. Увидев это, Ван приходит в ярость, его глаза горят ярко-красным цветом. Он использует свои глаза, чтобы отключить оружие и телефоны убийц, выводя их из строя, и быстро вышвыривает их из кабины колеса обозрения. Затем Ван просит девочку Солнца сохранить все, что произошло, в тайне, и просит дать обещание. Впервые в своей жизни он использует свой 100% трюк с обещаниями, навсегда запечатывая все воспоминания о сегодняшних событиях и разум девочки Солнца в тайне. На следующий день в школе царит напряженная атмосфера, поскольку Го и Чен нетерпеливо расспрашивают Вана о его свидании с девочкой Солнцем. Девочка Солнца сама приезжает на своей роскошной машине в сопровождении бдительных телохранителей и присоединяется к разговору. Ее телохранители окружают их защитным кольцом, когда администратор школы сообщает им о постоянной угрозе со стороны убийц, которые пытались напасть на нее в небесном раю. Прибывает Джоу и начинает обсуждать особые меры безопасности, принятые на сегодняшний день, утверждая, что именно он вчера предотвратил нападение убийц. Шэнь с энтузиазмом приветствует храбрость Джоу. Но на самом деле именно Джу остановил нападавших и использовал свои 50%, чтобы обмануть их прошлой ночью. Благодаря этому Джу запомнился всем как герой, остановивший атаку, а Ван остался в тени. Джу рассказывает всем, что теневая фракция отдала приказ убить девушку по имени Сан, и что любой, на кого укажет этот приказ, не доживет до следующего дня. Он объясняет, что для защиты Сан были приняты усиленные меры безопасности, например, солдаты у ворот и охрана на разных уровнях здания, включая телохранителей с уровнем развития выше золотого пилюля. Джу приказывает всем собраться в его кабинете, который оборудован мощным защитным полем. Он также говорит, что территория школы будет патрулироваться отрядом 7 звезд на летающих мечах, чтобы предотвратить атаки с воздуха или издали. Все собираются в кабинете, и Цзоу уверяет их, что здесь они будут в безопасности. Шэм радуется, когда видит отряд 7 звезд, патрулирующий территорию школы, и администратор подтверждает, что это самая надежная защита за всю историю школы. Внезапно Чжу и администратор замечают, что Сюй Фэн, третий член команды Молота и красный пояс теневой фракции, напал на охранников с помощью своего куриного молота. Затем Сюй Фэн разбивает камеру своим куриным молотом, из-за чего экран выходит из строя, и Чжу и администратор теряют связь с камерой. Студенты не обращают на это внимания, потому что обсуждают в чате события, произошедшие в небесном раю во время свидания Ванга и Санни. Зу говорит по телефону и просит уменьшить количество вооруженных охранников у ворот, но увеличить их число в центральном холле школы. Другой убийца Ши Ин, член команды Молота и обладатель красной ленты теневой фракции, известный своими навыками в использовании ядов, выводит из строя элитных охранников с помощью токсичного газа. Тем временем администратор вступает в бой со Сьюяном. Студенты, включая Джуо, наблюдают за происходящим на экране в кабинете. Ванг заказывает себе лапшу и терпеливо ждет, пока ее доставят. Бой между Сьюяном и администратором продолжается, и администратор успешно избегает ловушек Сьюяна. Когда Сьюян пытается сбежать и добежать до кабинета, Ванг просто открывает дверь и сбивает его с ног. Он тут же извиняется и идет за едой.
Чжу успокаивает девушку, говоря, что с Вонгом все будет в порядке и что убийцы охотятся именно за ней. По пути он встречает Саяна, лидера команды Молота и обладателя красной ленты поздней фазы золотой пилюли, известного своей способностью становиться невидимым и владеть огромным молотом невероятной силы. Саян, оставаясь невидимым, готовится вступить в бой и разрушить мощное защитное поле, как только соберет достаточно энергии в своем молоте. Но он удивляется, когда Ванг проходит мимо него и замечает его присутствие. Когда приходит посылка, команда из 7 человек проверяет ее на наличие опасных предметов, прежде чем передать ее Вангу. Тут Цзянь думает, что Ванг говорил о посылке и что он его не видел. Ванг, поняв, что произошло недоразумение, извиняется перед Сью Цзянем за то, что случайно вырубил его друга. Тут Цзянь удивляется, что Ванг видит его и приходит в ярость. Он замахивается на Ванга своим заряженным молотом, но тот отскакивает от него, как яйцо от камня, и Ванг остается невредимым. Тем временем Ванг продолжает спокойно есть свою лапшу. Сью Цзянь в ужасе и не понимает, откуда у Ванга столько духовной энергии, ведь он только на начальной стадии. Затем Ванг выводит Тан Чжу Цзиня, который лежит на земле. Чжу выходит, чтобы поздравить его, и обращается к нему как к учителю. Ванг снова использует свой трюк с 50% забыванием на Чжу, заставляя его поверить, что это он победил Сяо Цзиня. Затем он передает Сью Цзиня Чжо и притворяется, что пострадал от нападения убийц. Затем полиция задерживает убийц, и все собираются вокруг Чжу, чтобы похвалить его за храбрость. Они замечают, что руки Ванга и Чжу ранены. Ванг притворяется, что ему плохо после нападения убийц в школе и берет больничный на 10 дней. Его мать кричит на него, чтобы он перестал притворяться и сообщил в школу, что выздоровел, и настаивает, чтобы он вернулся на следующий день. Он вспоминает тот день и думает о том, как волновалась девушка Сан, ничего не зная о том, что произошло на самом деле. Как скромный герой, он считает, что должен отдать должное Чжу, который убил убийц. Он лежит в своей личной палате, где солнечные феи собрали лучших врачей, чтобы обеспечить ему полное выздоровление. Он размышляет о своей трагической судьбе, а палата автоматически снабжает его ценными лекарствами каждый час, которые, как говорят, восстанавливают его меридианы и повышают жизненный тонус. Его мать приносит завтрак и просит его выйти из палаты и поесть. В этот момент мистер Ванг кричит снизу, что пришли его друзья. Бедный Ванг пугается и быстро бежит обратно в палату, притворяясь больным, пока его мать встречает гостей. Увидев, что они пришли с цветами и подарками, мать Ванга любезно говорит, что в этом нет необходимости, и спускается вниз, чтобы приготовить закуски. Гос Ванг, все еще притворяясь больным, представляет свою домашнюю птичку, которая сидит на его палате и повторяет «верблюд, верблюд, верблюд». Все смеются, кроме Ванга, который молча проклинает птичку и удивляется, зачем его другу понадобилось такое уродливое животное. Чен шутит, что Ванг тоже похож на птичку, и тот корчит смешную рожицу. Санни вдруг вспоминает, что они оставили лягушонка у двери, но лягушонок тоже присоединяется к матери Ванга, когда она возвращается в комнату с закусками для всех. Лягушонок подходит к Вангу и лижет его лицо. Его мать благодарит их за заботу о нем в школе, и одна из девушек видит в этом возможность наладить отношения с будущей свекровью. Она дает миссис Ванг эликсиры, которые производит ее семья. Они помогут Вангу восстановиться, а также таблетки с витаминами, которые она уже давала Вангу раньше. Еще она дает Вангу инъекцию с куриной кровью, которая поможет ему полностью выздороветь. Затем мать Ванг уходит, забрав подарки, и просит его хорошо относиться к своим друзьям, особенно к Санни. Санни отталкивает Фроги и садится рядом с ним. Она спрашивает, как он себя чувствует, и беспокоится за него. Затем она достает инъекцию с куриной кровью и говорит, что если смешать ее с духовной силой, это поможет Лину выздороветь. Для этого нужно передать духовную силу от одного культиватора другому, чтобы помочь исцелить раненого. Услышав это, Ванг пугается. В этот момент Чин сообщает ему, что администратор раздал браслеты для проверки каждого ученика, и что ему дали браслет Ванг, чтобы он надел его во время проверки. Она очень злится и говорит, что для проверки духовной силы нужно много энергии, и ему не обязательно проходить тест, если он плохо себя чувствует. Ванг не хочет делать инъекцию и уж тем более объединять свою духовную силу с чьей-то еще. Чтобы избежать ее и ее куриной крови, он подбегает к Чону и берет у него браслет, говоря, что он выздоровел и может пройти тест на духовную силу. Они проходят ежегодную проверку духовной силы, начиная с Чена. Он показывает, что нужно сконцентрировать всю духовную силу в сфере, чтобы браслет мог измерить ее. Затем они выпускают силу, измеряя диаметр сферы и получая результат. Этот тест отличается от вступительного, так как он показывает, насколько сильна духовная энергия человека.
Показатель силы Кена составляет около 600, и Гуль отмечает, что это не сильно отличается от результатов вступительного теста. Затем он объясняет, что это показатель силы вне тела, который достигается путем концентрации духовной энергии и визуализации ее во внешнем мире. Для этого нужна постоянная тренировка, и это означает способность проявлять духовную энергию в любой форме, что делает человека настоящим совершенствующимся. Затем наступает очередь Хуа, и его показатель духовной энергии достигает всего 176, что заставляет его чувствовать себя неловко. Он пытается выпрыгнуть из окна, но Чан быстро останавливает его и просит успокоиться. Затем Сан предлагает пропустить тест, чтобы не навредить. Однако Гуо и Чен отмечают, что несмотря на то, что она из престижной семьи, она набрала всего 2019 баллов на вступительном тесте. Поэтому ее сфера не должна быть такой большой и не причинит много вреда. Сан неохотно соглашается и проходит тест. К их удивлению, комната просто взрывается от огромной силы сферы Сан, и она набирает 4015 баллов, заняв второе место после Тан Цзин из школы фракции 59. Гуо и Шан ошеломлены размером ее сферы. Теперь настала очередь Вана пройти тест. Когда он надевает браслет, он думает, что может намеренно занизить свои результаты. Сан снова достает инъекцию с кровью и спрашивает, как он себя чувствует. Ван быстро отвечает, что с ним все в порядке и он готов пройти тест. Сначала он создает маленькую сферу, думая, что этого будет достаточно. Тем временем все в зале буквально пытаются удержаться на ногах, потому что его духовной энергии хватает, чтобы всех сдуть. Кто бы мог подумать, что секретная сила Вана – это ураган в одном человеке. Он быстро перенаправляет свою духовную силу в космос, создавая гигантскую сферу духовной силы размером с планету. Все удивляются, куда делась его изначальная сфера, и он получает 0 баллов, обойдя ученика из фракции 59. Это всех шокирует, и они задаются вопросом, означает ли 0 ничего. Какая-то девушка объясняет, что это произошло из-за того, что он был еще болен и не до конца выздоровел. Ван предполагает, что это может быть ошибка, и Чэнь с Го смеются над этим, прежде чем разойтись по домам. Позже он просит Го помочь взломать систему, чтобы изменить свой результат на 175. Го соглашается помочь и начинает взламывать, пока наслаждается своей хрустящей лапшой. Го объясняет, что ему нужен пароль для входа в систему, чтобы взломать школьную лигу, и планирует найти его с помощью своего пароля захвата. К удивлению, пароль оказывается всего лишь из 8 звездочек. Го находит имя Тан Цзин на втором месте и заменяет его на имя Пташка. Это его забавляет. Однако, когда Го взламывает систему, срабатывает сигнализация, и он быстро выходит из системы, прежде чем успевает изменить результат Вана, оставляя его разочарованным. На следующий день Ван обедает со своим другом, увлеченно болтая. На заднем плане по телевизору показывают тренировку учеников фракции 59, привлекая их внимание. Новостной канал объявляет о национальном соревновании по фехтованию среди старших классов и показывает тренировочную площадку школы фракции 59. Репортер подчеркивает, что способности студента соответствуют профессиональным стандартам и рассказывает о том, как Танг Цзин выполнил прием с мечом Большой Медведицы. Репортер берет у Танга интервью, спрашивая его о подготовке к поединку с соперником из фракции 60. Танг уверенно заявляет, что его товарищи по команде усердно тренировались целый месяц. Интервью продолжается, и репортер спрашивает Танга, есть ли у него какое-нибудь послание для фракции 60. Это привлекает внимание друга Вана, и они оба смотрят на экран, в то время как Ван продолжает есть свою хрустящую лапшу. Танг признает огромную силу девушки Солнца и говорит, что с нетерпением ждет ее выступления на соревнованиях по фехтованию. Однако, когда его спрашивают о Ване, который набрал 0, он начинает раздражаться. Он саркастически желает Вану удачи в его бессмертной практике и резко заканчивает интервью. Позже тем же вечером Ван и его друзья возвращаются домой после долгого дня. Неожиданно они получают приглашение в чат от администратора, что всех удивляет. Администратор сообщает, что они 5 участники национального этапа соревнований по фехтованию 4,396 тысячных. К их удивлению, даже Фроги 2, их верный пес, тоже участвуют. Оказывается, Фроги 2 прошел тест на духовную силу и набрал впечатляющие 5 баллов, обогнав даже Танга и получив право участвовать. Все в группе потрясены, узнав, что животные тоже могут участвовать в соревнованиях. Воздух наполняется волнением, когда они думают о предстоящих соревнованиях. Чен делится новостями со своим отцом, который очень гордится и дарит ему особый духовный меч под названием Лай Чао. Гэу с радостью рассказывает о своем любимом мече, которым он владеет уже почти 8 лет. Клинок был выкован из зубов грозного духовного зверя 3-го уровня, известного как Ночной Дьявольский Тигр. Сангар присоединяется к разговору по видеосвязи и демонстрирует свой духовный меч Океан. Администратор сразу же замечает синий цвет меча и говорит, что Сонг создала дух-меч.
Инструктор Пен, увидев сияющий меч, хвалит Сонг, отмечая, что несмотря на преимущества ее семьи, она потратила много времени и сил, чтобы по-настоящему подружиться со своим мечом. Затем Сонг удивляет всех, рассказывая, что ее семья выковала еще 13 мечей, похожих на океан, на случай, если один сломается. Администратор объясняет процесс создания духа меча и подчеркивает важность терпения. Сначала дух меча находится в хаотичном состоянии, но со временем он становится более устойчивым. Дух меча может принимать форму маленького зверька или человека, который со временем развивается и становится умнее. Некоторые духи-мечи, которыми владеют исключительные мастера, даже умеют думать. Администратор говорит, что они узнают об этом на уроках более высокого уровня и призывает их укреплять связь со своими духовными мечами. В ходе разговора лягушонок тоже оказывается в центре внимания, и группа начинает его дразнить, спрашивая, как у собаки может быть духовный меч. Но, к их удивлению, лягушонок тоже удивляет их, отправляя видео, на котором он языком достает из своего тела духовный меч под названием «Небесный меч». Говорят, что перо сильнее меча, но лягушонок тоже доказывает, что язык может управлять духовным мечом. Все были поражены, увидев, как их пес продемонстрировал свою силу. Все взгляды были прикованы к Вангу, и его друзья сгорали от любопытства, расспрашивая, есть ли у него духовный меч. Но Ванг хотел только спокойно поесть лапши. К сожалению, у судьбы были другие планы. После того, как друзья долго его расспрашивали, он наконец признался, что у него есть духовный меч, и закончил разговор. Кажется, никто не заметил, что он не хотел участвовать в соревновании. Он беспокоился, что если покажет свою истинную силу, то это вызовет много проблем. Но его друг и учитель очень серьезно отнеслись к соревнованию, и ему пришлось сказать, что у него действительно есть духовный меч. Он спустился вниз, чтобы спросить родителей о своем мече, но услышал, как мама спорит с папой о креме для лица со скидкой. Он увидел, что телевизор включен, и в новостях сообщали о взрыве на химическом заводе, где производят духовные силы. Эксперты предупреждали, что нельзя подносить магические предметы с высокой плотностью духовной силы к духовным существам. Позже в экстренных новостях сообщалось, что бронированные войска Совета культиваторов окружили штаб-квартиру теневой фракции. И это был первый случай, когда логово теневой фракции было обнаружено. Член теневой фракции с кроличьей маской на лице вызывала любого, кто хотел войти в штаб-квартиру, на поединок. Но ее схватила команда бронированных солдат. Затем прибыла магическая команда и быстро захватила остальных членов теневой фракции. Мастер Чжу приехал на своей машине, и его сразу окружила пресса. Он обращается к прессе, заявляя, что в прошлом ему уже дважды удавалось сорвать планы убийцы, и что на этот раз все будет так же. Он также говорит, что с нетерпением ждет встречи с лидером теневой фракции. Затем Ванг переключает внимание с телевизора на родителей и спрашивает, где его духовный меч. Он идет на чердак и находит там светящуюся коробку с мечом. Из коробки появляется маленький мальчик с белыми волосами и восклицает, что прошло уже 10 лет. Ванг в испуге закрывает коробку и чувствует резкую боль в амулете. На следующий день Ванг с друзьями стоит у школьных ворот. Чан и Го смеются над его деревянным мечом, говоря, что он слишком маленький и подходит только для детей. Но Сун, наоборот, находит его милым, и только лягушонок понимает, насколько силен меч Ванга. Приходит инструктор Джу и сообщает, что соревнования будут проходить в 59-й фракции в течение 5 дней, и что они должны там остаться. Увидев, что Ванг взял с собой чемодан, инструктор спрашивает, знал ли он, что они будут жить в 59-й фракции. На самом деле Ванг знал об этом, но не взял с собой чемодан, потому что не собирался участвовать в соревнованиях. Он думал, что когда они приедут туда, он притворится, что у него болит живот, и вернется домой. Чен предлагает поделиться с ним одеждой, но всем становится противно от этого предложения. Все соглашаются, и Чжу садится в автобус, потому что у него есть неотложные дела. Чжу желает Вангу удачи, прежде чем тот раздраженно закрывает окно. В автобусе дух меча Ванга пытается вырваться наружу, но он сдерживает его и напоминает духу о вчерашнем уговоре. В обмен на молчание он дал духу хрустящую лапшу. Кто бы мог подумать, что ключом к могущественному духу может быть вкусная закуска. Затем автобус подъезжает к воротам школы номер 59, где их встречают трое других учеников Тан Синь и их преподаватель Сюй.
Пэм и Сюй смотрят друг на друга с ненавистью, показывая, что раньше они были близкими друзьями и соседями по комнате, а теперь стали соперниками. Они постоянно оскорбляют и насмехаются друг над другом. Сюй подходит к девушке Солнцу и намекает, что именно она помогла улучшить финансовое положение школы номер 60. Пэм напоминает, что девушка Солнца поступила в ее школу, а не в школу Сюй. Затем Пэм подходит к парню рядом с Тан и обвиняет его в списывании на экзаменах, издевательствах над одноклассниками и жестоком обращении с животными, что привело к штрафу за нарушение общественного порядка. Она чувствует себя так, будто ее сбил бульдозер. Тем временем Ванг беспокоится и пытается найти способ избавиться от боли в животе. Чтобы отомстить Пэм, она подходит к Вангу и использует на нем свой фирменный прием. Духовная сила проходит сквозь него, и он думает, что мог бы использовать это в своих интересах и избежать соревнования. Затем она насмехается над Пэм за то, что та привела ученика с духовной силой в 5 баллов на такое престижное соревнование, и спрашивает, готова ли Пэм признать свое поражение. Ванг пользуется этим и притворяется, что падает на землю, хватаясь за грудь. Все из школы номер 60 собираются вокруг него, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Неожиданно появляется дух его меча и говорит Хуану, что его амулет сломался. Когда он это понимает, то спрашивает духа меча Уайта, почему тот не сказал ему об этом раньше, на что тот отвечает, что пытался предупредить его в автобусе. Но Хуан не давал ему говорить. Затем амулет разбивается, высвобождая в небо невообразимое количество духовной силы. Все в ужасе и подозревают, что это сделала Ка. Но она отрицает свою причастность и обвиняет его в том, что он притворяется. Сын этого гнева кричит на Ка, чтобы она посмотрела на Хуана, и спрашивает, как она может называть это притворством, когда он в таком тяжелом состоянии. Стив объясняет, что она просто провела на нем простой тест на духовную силу, чтобы проверить его, и спрашивает других учеников из фракции 59, не делали ли они чего-нибудь. Но они все отрицают. Санбл с беспокойством смотрит на Ванга, а тот продолжает притворяться, что ему плохо. Медики укладывают Ванга на носилки, и Санбл бросается к нему. Когда Танк останавливает ее и говорит о том, как они вместе ходили на занятия по самосовершенствованию, она не хочет слушать его бред и просит оставить ее в покое. Но он не замечает ее чувств и с гордостью хвастается своим нынешним положением председателя студенческого союза фракции 50. Она снова просит его оставить ее в покое, но когда это не помогает, пытается ударить его, но, к сожалению, ее останавливает невысокая девушка с белыми волосами. Танк представляет ее как Йошу Бай, секретаря студенческого союза. Кин, беспокоясь о благополучии девушки, бросается ей на помощь, но его останавливают другие ученики из фракции 59. Тем временем тело Вана охвачено вспышкой духовной энергии, и инструктор Си связывает его бинтами, как мумию, чтобы погасить ее. Тан, увидев это, сделал замечание, намекнув, что его ученик перегибает палку. И у девушки появились подозрения, что он может быть причастен к проблемам Вана и пытается навредить ему. Разъяренная, она выхватила свой меч и была готова напасть на него, но ее остановил администратор. В медицинском кабинете Ван использует прием вспышка, чтобы сбежать от врачей, и начинает искать способ выбраться из фракции 59, чтобы получить новый амулет от отца, который поможет ему контролировать свою силу. Если он будет использовать слишком много духовной энергии, это может привести к катастрофе, которая уничтожит мир. Поэтому он звонит отцу и объясняет ситуацию, а тот, в свою очередь, обещает отложить текущие дела и на своем верном летающем мече отправиться во фракцию 59. Тем временем все, кроме Вайна, собираются в спортзале, чтобы получить инструкции от инструктора Си относительно завтрашних соревнований. Она объясняет, что команды будут соревноваться по 5 человек и на металлическом, деревянном, водном, огненном и земном алтарях. Если вы вставите свой меч в алтарь, то получите очки, и команда, набравшая 100%, побеждает. Затем Тан начинает издеваться над фракцией 60, указывая на то, что у них всего 4 участника, а Хуан сейчас болен, и предлагает им отказаться от участия. Но Ху возражает, говоря, что во фракции 59 тоже всего 4 участника. Тан отвечает зловещим смехом, утверждая, что их 5-й участник все это время был с ними. Внезапно на 60-ю команду обрушивается мощная волна, и странный на вид парень по имени Бифен представляется как 5-й член команды 59. Однако он тут же начинает флиртовать с девушкой по имени Сан и предлагает ей присоединиться к нему, если она примет его цветок. Увидев, что Бифен пристает к Сан, Чен бросается на защиту, но Бифен оказывается невероятно сильным и с легкостью отбрасывает Чена своей духовной энергией. Гуо понимает, что Бифен член золотого пилюльного фаза, и когда Чен снова пытается напасть на него, Бифен снова его побеждает. Бифен довольно сильно избивает Чена, но тот не сдается. Он вспоминает слова своего отца о том, что они не будут стоять в стороне, когда происходит несправедливость. Поэтому Чен наносит удар, но Бифен ловит его руку и уничтожает ее своей отрицательной духовной энергией. В этот момент в зал входит Ван, думая, что нашел выход, и хватает Чена, который летит прямо на него. Как только Ван хватает его, рука Чена восстанавливается, что шокирует всех. В этот момент Вану звонит отец и просит его забрать амулет, и Ван понимает, что не сможет сбежать.
Увидев Вана, Бифен удивляется, как он смог восстановить руку Чена. На самом деле, когда Ван вошел, он использовал свой трюк с восстановлением, чтобы спасти друга, и повредил свой амулет. Понимая, что он может быть сильнее, чем кажется, Бифен внезапно наносит удар Вану в лицо, чтобы проверить его силу. К удивлению всех, Ван спокойно принимает удар и падает на землю. Бифенг в полном шоке. Он понимает, что у него совсем нет духовной силы. Ван, не испытывая никаких эмоций, просто встает и уходит, как будто ничего не произошло. Какая-то девушка подбегает к нему и спрашивает, все ли с ним в порядке. Ван просто протягивает ей цветок, который забрал у Бифенга, и просит отдать его ей. Бифенг в недоумении. Он не понимает, как Ван смог забрать у него цветок, а он ничего не почувствовал, ведь у него совсем нет духовной силы. Затем всем велят разойтись по своим комнатам для подготовки. Но Вин извиняется и говорит, что хочет купить хрустящую лапшу со вкусом сладкого картофеля. По дороге он натыкается на босса теневой фракции, который избивает БВГ. Затем теневая леди связывает Вона и БВГ своей бессмертной веревкой, чтобы они не смогли сбежать, пока она не развяжет ее и не передаст их своему водителю-старику. Затем она пинает Вона каблуком, не подозревая, что если сломать амулет, запечатанная негативная энергия вырвется наружу, что приведет к ее гибели и, возможно, уничтожит мир. Дух меча отчаянно пытается разбудить Вона, чтобы он случайно не высвободил свою духовную энергию, но никакие крики не помогают. Наконец, когда дух меча говорит, что тигровая хрустящая лапша будет стоить в 2 раза дешевле, Вон просыпается, и дух меча облегченно вздыхает. Теневая леди Йен переодевается в Бифенга и присоединяется к остальным, которые горячо спорят о предстоящем соревновании. Вдруг она распахивает дверь и объявляет, что Вона похитила какая-то женщина. Чжуй, который присоединился к ним, предполагая, что теневая леди может что-то замышлять, подтверждает, что эта женщина Цзян Люй-инь, лидер теневой фракции. Затем Тан просит Ишубай использовать свои расчеты, и она говорит, что в старом кампусе есть какая-то духовная сила. Почувствовав надвигающуюся опасность, охранники нескольких девушек готовятся увести ее, чтобы обеспечить ее безопасность. Но она остается непреклонной и заявляет, что ее семья никогда не отступает в бою, и уходит со своими телохранителями, чтобы спасти Ван Лин и остальных членов 6-й фракции. Мисс. Он тоже отправляет своих учеников, но советует им не участвовать в битве, так как их главная цель – изучить боевые навыки противника. Тем временем Ван Лин спокойно спит, потому что теперь ему не нужно беспокоиться о том, как избежать соревнований. Но его спокойный сон прерывается, когда водитель объявляет, что пора приступать к работе, и Бифен начинает звать на помощь. Разозлившись, водитель топает ногой по земле, отчего все здание сотрясается. В результате Бифен проваливается в яму, образовавшуюся от мощного удара водителя. Дух меча Ванга сообщает ему, что старик – духовный младенец с очень сильной духовной силой, который не хочет ее показывать. Девушка Солнце и остальные прибывают на место и видят, что Ван привязан к столбу. Сябэй предупреждает Тана быть осторожным, потому что с Бифеном что-то не так. Водитель атакует, используя семена волчьей ягоды, и начинается бой. Все стараются уклоняться от его мощных атак. Он использует свою технику «Желтая сокровищница», призывая золотую кавалерию, чтобы выполнить его приказ. Какая-то девушка приказывает своим телохранителям не поднимать головы и в одиночку вступает в бой с кавалерией. Она призывает все свои мечи и, к удивлению, какое-то время сдерживает водителя. Но его сила слишком велика, и девушка начинает проигрывать и быстро падает на землю. Но тут вмешивается Ванг, используя свою способность управлять временем, и возвращает их в тот момент, когда водитель топнул ногой по земле. Благодаря этому преимуществу Ванг побеждает водителя и использует свою способность стирать память на Чжоу и, чтобы казалось, будто это он спас его. Затем водитель связывается бессмертной веревкой, и все с удивлением видят там Чжоу. Как всегда, Зу получает заслуженные похвалы, а Ванг счастливо остается в тени. Зогок сообщает прессе, что все заложники были спасены, а старик, как предполагается, одержим остатками души древнего дьявола, который считался мертвым. Отряд 7 звезд обыскивает здание, и один из них спрашивает Вонга, не была ли дыра результатом битвы, но тот отвечает, что она уже была там. Как только член отряда 7 звезд уходит, дух его меча появляется из дыры и спрашивает, что делать с настоящим БВГ, который лежит без сознания внутри. Ванг приказывает духу меча присматривать за ним и не выпускать его, думая, что если БВГ не будет участвовать, то соревнования отменят. Но он не знал, что Леди Тень, замаскированная под БВГ, тоже будет участвовать в соревнованиях. На следующий день, к своему ужасу, Ван вынужден принять участие в соревновании, которого он так отчаянно пытался избежать. Он не понимает, как здесь оказался БВГ, студентам дают инструкции не подниматься выше 5 метров, а поле для соревнований покрыто специальным восстанавливающим полем, чтобы даже если участники получат травмы, их развитие не пострадает. Также им нужно оставить свои телефоны и надеть наушники с Bluetooth, чтобы общаться с членами своей команды. Все очень воодушевлены, кроме Хуана.
Он размышляет о своей судьбе и думает, что должен участвовать в соревновании, потому что обязан своим друзьям за то, что они пытались его спасти, хотя в этом не было необходимости. Начинается соревнование, и журналисты делают много фотографий. Фейбай использует свои навыки, чтобы собрать всю информацию о соперниках по просьбе Тана. В этот момент к Вану подбегает отец и протягивает ему амулет, но уже слишком поздно, потому что Ван уже участвует в соревновании. Увидев его, Чжу взволнованно называет его отцом своего мастера, но поправляется, прежде чем кто-то успевает это заметить. Он рассказывает Чжоу о том, что случилось с его сыном, и что амулет сломался, и Чжоу потрясен. Фракция 59 взламывает систему, и все, кроме Бифена, участвуют в соревновании в одном месте. Тем временем все 60 членов фракции разбросаны. Скаяби использует свою силу, чтобы найти местоположение 60 членов фракции, но не может найти Вана из-за его низкой силы. Чен находится у западного алтаря металла, Сунь-Рон у северного алтаря воды, Фраби-2 у южного алтаря огня, а БВГ тоже у алтаря огня. Учитывая расположение остальных, Танк предполагает, что Ван должно быть приземлился у восточного каменного алтаря. Как только он это сказал, к Вану подбегает член фракции 59 с оранжевыми волосами. Он оказывается в том же месте, что и фракция 59, и решает подслушать их разговор, спрятавшись за камнем. Однако его раскрывают, когда Танк нападает, но Танк оказывается хитрее. Го оставил вместо себя приманку. Танк попадается на уловку и пронзает ее, а Го незаметно уходит, чтобы проследить за человеком с оранжевыми волосами, который направляется к Вану. Он беспокоится, что у него осталось только 2 бумажные куклы-приманки, а соревнование только началось, и его соперники очень сильны. Затем фракция 59 расходится, чтобы сразиться с фракцией 60, захватив каменный алтарь земли. Услышав это из объявления, Чем начинает беспокоиться и спешит захватить металлический алтарь. Но неожиданно его атакуют острые листья, которые оставляют царапины на его теле. Они растут на дереве, которое находится под металлическим алтарем. Несмотря на это, Чем продолжает идти вперед, но дойдя до алтаря, задается вопросом, как его захватить. В этот момент появляется Сабаби и говорит ему опустить меч на алтарь и подождать 10 секунд. Чин отказывается сражаться с женщиной и предлагает ей 3 хода в обмен на помощь. Но он удивляется, когда она говорит, что справится за несколько секунд. Внезапно Чин теряет контроль над собой, и она использует прием, известный как паутина измерений, чтобы заставить его ударить себя, манипулируя его телом с помощью ложных нейронных сигналов. На каменном алтаре огня Фроги-2 и БВГ ведут ожесточенную битву. Пока они обмениваются ударами, Фроги-2 поглощает негативную энергию Бэфенга, используя ее для усиления своих способностей. Но несмотря на поглощение негативной энергии, Фроги-2 в конечном итоге проигрывает Бэфенгу, который успешно захватывает алтарь огня. Тем временем у алтаря дерева появляется парень с оранжевой шевелюрой и находит Ванга, лежащего без сознания на земле. Считая себя везунчиком, он направляется к алтарю, чтобы захватить его. Но Ванг приходит в себя, услышав по наушнику от Фроги-2, что если собрать достаточно негативной энергии, можно разрушить печать. Как только парень с оранжевой шевелюрой собирается напасть на Ванга, вмешивается Ву и наносит ему удар, появляясь как раз вовремя. Они вступают в серьезную схватку, а Ванг, лишенный каких-либо эмоций, просто наблюдает за ними. У алтаря воды уже почти готова к захвату алтаря девушка с солнечными волосами. Но на нее внезапно нападает Тан. Они вступают в ожесточенную схватку. Каждый из них владеет мощным духом меча. Тан насмехается над ней, утверждая, что они связаны священными узами благодаря своим предкам. Тем временем объявляется, что фракция 59 успешно захватила 4 алтаря. Пытаясь переломить ход битвы, девушка пытается использовать свою технику океанского танца, но Тан быстро отвечает своим приемом снежного вихря, из-за чего ее движение не удается. Бой продолжается, и, к удивлению девушки, Бифон присоединяется к битве по просьбе Тана. Теперь, когда ей противостоят 2 грозных противника, девушка беспокоится о том, как ей выбраться из их лап. Ведь она не может использовать свой прием водного побега из-за льда и все еще пытается захватить алтарь. Внезапно раздается оглушительный удар, и парень с оранжевой шевелюрой отлетает в сторону, в конце концов выбывая из битвы. Эта мощная сила вздымает ветер и разбивает лед, чудесным образом помогая Сан-Герл спастись. Тан говорит, что это огромная отрицательная энергия, и она сильнее, чем у Бейфонга, и решает уйти, чтобы выяснить, откуда она исходит. Перед уходом он забирает алтарь воды и загадочно говорит Бейфонгу, что не знает, кто он такой. Но если тот последует его указаниям и поможет фракции 59 победить, то позже будет вознагражден. Захватив 5-й алтарь, фракция 59 получает бонус к скорости. Но затем появляется новое объявление, в котором говорится, что фракция 60 захватила деревянный алтарь. И все удивляются. Через наушники Сан-Герл узнает, что Ван и Фроги объединили силы, чтобы захватить алтарь. Теперь мы видим, что произошло у деревянного алтаря. Парень с оранжевой головой и Го сражаются не на жизнь, а на смерть. Го использует свою устную пушку,
выпуская мощные потоки слов в противника, но не может часто повторять это из-за ограничений. Через некоторое время у Го заканчиваются идеи, что сказать, и он на мгновение остается беззащитным. Парень с оранжевой головой насмехается над ним, говоря, что он исчерпал свой запас слов для этой уловки, и начинает оскорблять Вана, называя его бесхребетным мусором, прежде чем нанести удар. В этот момент на сцену выходит Фроги, собираясь поглотить духовную энергию, которая высвободится во время боя. Но увидев Вана, он быстро прячется. У Го внезапно появляется идея, но он знает, что это будет стоить ему дружбы с Ваном. Он заранее извиняется перед Ваном и начинает говорить обидные вещи о нем, выпуская мощные словесные снаряды парня с оранжевой головой. Услышав, как о нем плохо отзываются, Ванг впервые за долгое время почувствовал сильные эмоции. Он понял, что его амулет вот-вот сломается, и он не сможет использовать свою духовную энергию или выражать свои чувства. Несмотря на это, он был очень зол. Амулет всегда сдерживал его эмоции, и он казался холодным и безразличным. Теперь, когда эмоции переполняют его, амулет начинает ломаться, высвобождая огромное количество негативной энергии. Увидев это, лягушонок 2 прыгает на него, чтобы поглотить эту энергию. Он придумывает план. Он использует свою духовную силу ровно настолько, чтобы лягушонок 2 поглотил лишнюю негативную энергию. Лягушонок 2 понимает, что его подставили, и просит Ванга быть осторожнее. Хуан объединяет свою духовную силу с лягушонком 2, чтобы противостоять негативной энергии, и они сливаются в одно целое, а лягушонок 2 прикрепляется к его голове. Го удивляется этому и спрашивает, не шутка ли это. Но парень с оранжевой головой просто насмехается над Вангом и говорит, что даже после всего этого он все еще просто мусор 5-го уровня. Не обращая внимания, Ванг подходит к нему и небрежно касается его меча. Одно его прикосновение настолько сильное, что меч полностью разрушается, а парень с оранжевой головой в шоке. Ванг легко толкает парня в сторону, и тот взлетает в воздух, как комета. Так Ванг захватывает деревянный алтарь и отключает ускорение фракции 59. Услышав объявление, танк начинает паниковать и спрашивает Кьябай, как это возможно. Она говорит ему, что Ван объединил свою духовную силу с лягушонком 2, чтобы захватить алтарь, и теперь направляется на юг к огненному алтарю. Вскоре Ван вместе с Го захватывает огненный алтарь, оставляя Танга в ярости. Он приказывает Бефе отправиться к земному алтарю и передать другому члену фракции 59, чтобы тот отправился к огненному алтарю и попытался вернуть его. Танк разрабатывает план, так как Ван объединился с лягушонком 2. Теперь они на равных, так как Ван выбил из соревнования парня с оранжевой головой. Он решает не вступать в прямую конфронтацию с Ван Лингом и следить за алтарями, меняя их местоположение. Эта стратегия позволит ему победить остальных членов фракции 60, используя трюк 1-4 и в итоге одержать победу. Ван направляется к алтарю металла и будет Чэнь Чао. Проснувшись, Чэнь с удивлением видит Ван Линга и сразу же ищет Сиби, утверждая, что она его обманула. Ван захватывает алтарь металла, одерживая верх над фракцией 59. Увидев, что Ван радуется победе, Чэнь удивляется, так как раньше Ван никогда не проявлял эмоций. Но танк обходит их и захватывает остальные алтари, счет становится 1-4 и снова лидирует фракция 59. Ван понимает стратегию танга, и хотя он очень силен, он не может захватывать алтари один за другим. Поэтому он пытается увеличить скорость, но лягушонок тоже предупреждает его, что она на пределе, и просит Хуана остановиться. Иначе мир будет обречен. К счастью, Вана прерывает Санг, которая связывается с ними через iPhone и сообщает, что она с Го, и что Сибей отслеживает их местоположение. Она упоминает, что у них есть один особенный Ван Линг, который заставляет его краснеть. Фроги игриво комментирует его новообретенную застенчивость. Санг просит Вана захватить земной алтарь, который охраняет Бифен, сильнейший член фракции 59. А Чин должен охранять металлический алтарь, который они уже захватили. Она объясняет свой план – использовать водную магию, чтобы отвлечь Сибая от слежки за ней и отправиться к огненному алтарю с Го, который отвлечет члена фракции 59, пока она будет захватывать огненный алтарь. Пубей говорит Тангу, что Санг направляется к огненному алтарю, но Танг отвечает, что ей нужно пройти мимо Бифона, чтобы добраться туда. Внезапно они понимают, что она может использовать водную магию, чтобы незаметно подойти к огненному алтарю. Как и предполагалось, Санг направляется к огненному алтарю с Гулем, используя воду, чтобы скрыть свое движение. Добравшись до алтаря, Го начинает дразнить проводника фракции 59, отвлекая его, пока Санг пробирается внутрь, чтобы захватить алтарь. Танк торопливо связывается с ними через iPhone, говоря парню из фракции 59, чтобы он немедленно вернулся к алтарю и не дает Санг захватить его. Парень из фракции 59 спешит к алтарю, чтобы остановить Санг, и Го использует свою словесную пушку, чтобы атаковать его. Однако вместо того, чтобы попасть в парня, он случайно попадает в Санг, когда тот спотыкается о камень
пламени падает на землю. Это отталкивает ее от алтаря и дает Тангу достаточно времени, чтобы присоединиться к ним. Девушка Солнца вспоминает слова своего отца о том, что нельзя никому проигрывать, особенно семье Танг, которая унижала их семью на протяжении 14 лет своим искусством заключения. Танг кричит парню, чтобы тот поторопился и забрал меч, а Го извиняется за то, что промахнулся в первый раз и снова целится в него. Ему удается попасть, но этого недостаточно, чтобы остановить парня. Поэтому девушка Солнца бросает один из своих мечей в алтарь и начинает сражаться с парнем другими мечами. Однако отсчет не начинается, потому что участник должен сам вставить меч. Поняв это, одна из девушек подходит к алтарю, чтобы вставить меч, но внезапно дух меча Танг вмешивается и ломает ее меч. Танг насмехается над ней за то, что она упустила возможность победить, и говорит, что хотя он планировал победить с разгромным счетом 5-0, он все равно рад победе со счетом 4-1 и насмехается над ними по поводу того, в какой ужасной ситуации оказалась фракция 60. Одна из девушек все понимает и осознает, что они не могут позволить Танг захватить огненный алтарь, иначе проиграют. Танг отправил Сяо Бэй следить за Вангом и Бифеном, чтобы победить Чена. Если Ванг уйдет, чтобы захватить другой алтарь, Сяо Бэй захватит тот, который он оставил, тем самым остановив их и обеспечив победу фракции 59. Поэтому она говорит Гуо, что они должны сделать все возможное, чтобы помешать им захватить этот алтарь, а Чин должен сделать то же самое, чтобы Бифен не захватил металлический алтарь. Тем временем Цзюнь подходит к металлическому алтарю и начинает сражаться с Чоном. Тем временем он вспоминает слова Санбурла и уклоняется от атак Бифена вместо того, чтобы дать отпор. Все, что ему нужно сделать, это не дать Бифену вонзить меч в алтарь. Чен неплохо справляется с уклонением от атак Бифена, и осознав это, Бифен начинает насмехаться над ним, называя его трусом, пытаясь спровоцировать Ченя на атаку. Услышав слова Бифена, Чень вспоминает свое тяжелое детство и то, как отец называл его трусом и избивал, если он не справлялся. Несмотря на нахлынувшие эмоции, Чень сохраняет самообладание, сдерживает свои чувства и продолжает уклоняться от атак Бифена, чем приводит его в ярость. В этот момент с дерева, стоящего над алтарем, падает лист, и Бифен понимает, почему алтарь называется металлическим. Само дерево сделано из металла. Он собирает все падающие металлические листья с помощью своей духовной энергии и бросает их в Ченя, сильно раня его. Но несмотря на это, Чень пытается остановить Бифена, чем еще больше его злит и приводит к тому, что Чень теряет руки. Тем временем у огненного алтаря одна девушка понимает, что Чень в опасности, и просит Го уйти и помочь ему. Го колеблется и говорит, что не может пойти против Тана и другого парня в одиночку, но она настаивает на том, чтобы он ушел. Го отходит от них и прячется, тайно заряжая свой меч, зуб призрака, пока Сун Герл сражается с духом меча Тана. Тем временем у металлического алтаря Чень тяжело ранен, но продолжает пытаться остановить Бифена, который несколько раз бьет его ногой, прежде чем подойти к алтарю и вонзить в него меч. Шень пытается встать, но не может и плачет, потому что обещал удержать алтарь и не хочет подвести друзей. В этот момент Сяо Бэй связывается с Таном и сообщает ему, что две духовные силы вырываются из огненного и металлического алтарей, и добавляет, что это духовная сила Гоу. Внезапно из меча Гоу появляется дух Феникс, дух-дьявол. Он очень силен, но требует жертв других духов мечей. Сун и Гуо заранее спланировали это. Она жертвует духом своего меча, который объединяется с духом Фениксом Гуо, и вместе они выпускают огромный огненный взрыв, и Тан с другим парнем побеждают их. Тем временем Чен, благодаря жертвам, пробуждается с обновленной духовной энергией, которая вливается в его руку благодаря духу меча Гуо. Он уничтожает Бифена, останавливает обратный отсчет и забирает металлический алтарь, выбросив меч Бифена и вставив свой. Это дает им преимущество в 3 очка против 1. Тем временем Ван захватывает деревянный алтарь, увеличивая их преимущество до 4 очков против 1. Внезапно Бифен, взбешенный успехом Сун и ее команды, раскрывает себя как теневой босс. Теперь мы видим, что именно произошло во время совещания по стратегии и как фракция 60 захватила 4 алтаря. На совещании некоторые девушки предположили, что если она и Гуо захватят огненный алтарь, а Чин Чио металлический, то они все равно не смогут догнать фракцию 50, которая захватила 9 алтарей. Поэтому, чтобы обеспечить победу, они должны использовать свое секретное оружие Ван Лин. План состоит в том, чтобы Ван Лин притворился, что находится у водного алтаря. Когда Го зарядит свой меч и появится дух его меча, Шиабей отвлечется, связываясь с Таном. В этот момент Лягушонок 2 и Ван разорвут свою духовную связь. Иван сможет добраться до земного алтаря, а Чиабей не сможет отследить его из-за низкой силы духа. Сиабай будет продолжать думать, что это Вань у алтаря воды, но на самом деле это тоже будет лягушонок. Все идет по плану Суна. Он призывает дух меча в виде феникса, зов дьявольского зуба, с помощью жертв Чена и Сунер, что позволяет ему победить Тана и другого парня и захватить алтарь огня. Услышав, что алтарь огня захвачен фракцией 60, Сиабай спешит к алтарю дерева и просит Вэня немедленно отправиться к алтарю земли и защитить его.
В этот момент раздается еще одно объявление, что фракция 60 захватила и алтарь дерева и ведет в счете 4-1. Сиабай в шоке, гадая, кто мог добраться до алтаря дерева, если Вань у алтаря воды. Внезапно лягушонок тоже решает раскрыть свою личность и пугает Сиабай. Она пытается подчинить себе лягушонка с помощью своей паутины измерений, но это не работает. Лягушонок говорит ей, что это потому, что ее духовная линия предназначена для людей, а не для таких существ, как он. Он добавляет, что именно благодаря ее паутине измерений он смог определить ее точное местонахождение. И насмехается над ней, говоря, что она была обманута своей собственной уловкой. Гоу говорит какой-то девушке пойти проверить Вань у алтаря земли, а сам идет к металлическому алтарю и присоединяется к Чону. Она соглашается и уходит, чтобы присоединиться к Ван Лин. Хотя у них сейчас больше алтарей, они все еще отстают на 11% от фракции 59. Пока все это происходит на арене, отец Вана, который находится в комнате управления вместе с персоналом фракций 59 и 60, думает о том, как там его сын. С самого детства Ван привык не обращать внимания ни на успехи, ни на неудачи. Для него это не имеет значения. Долгое время ему не приходилось ни о чем беспокоиться, потому что его амулет подавлял все эмоции. С самого раннего возраста родители учили его контролировать свои эмоции. Он отлично справлялся с этим, пока не встретил девушку по имени Сун. Она предложила ему защиту после того, как он победил своего обидчика, и тогда он впервые почувствовал что-то похожее на эмоции. С тех пор он начал понемногу испытывать эмоции, например, когда Чен сказал, что они друзья на всю жизнь, или когда они с девушкой смотрели фейерверк, или когда его друзья поддержали его. Все это привело к тому, что он начал испытывать эмоции, похожие на слабый свет, который превратился в теплое весеннее солнце. И теперь он готов признать, что в нем разгорается огонь эмоций. Когда он подходит к земному алтарю, чтобы захватить его переполняют эмоции, и он вспоминает, как радовались его друзья, когда увидели его. Он дрожит от волнения, не может удержать меч, и его амулет снова начинает ломаться. Но чем больше он пытается сдержать эмоции, тем сильнее они становятся, и от него исходит всплеск негативной энергии. Но тут к нему подбегает солнечная девочка и берет его за руку, и вместе они захватывают алтарь земли, обеспечивая себе победу в соревновании. Тем временем он подходит к металлическому алтарю и видит, что Чен Чао висит на металлическом дереве, едва живой. Гость снимает его с дерева и плача держит на руках. Сотрудники видят это на экране, и администратор кричит на MSI, утверждая, что это не часть соревнования, и Чин серьезно ранен, а не просто симуляция. MSIC объясняет, что на соревновании присутствуют духовные хранители. Но на Чена напал кто-то, кто находится за пределами третьей фазы золотого эликсира, настоящий мастер, который не должен был участвовать в соревновании. Только те, кто обладает такой огромной силой, могут разрушить духовную фигуру хранителя и причинить вред человеку в реальности. На алтаре земли солнечная девочка хвалит Ван Линга за то, что он покраснел, и призывает его быть собой. Но внезапно теневая леди-босс, которая выдавала себя за Бифен, ранит Чена, и он умирает. Душа девушки покидает тело, и Ван Линг в ярости кричит. Его амулет, который так долго держался, наконец ломается, и мир начинает рушиться под натиском его духовной энергии. Лягушонок тоже подбегает к Ван Лингу, чтобы остановить утечку его духовной энергии и не дать миру погибнуть. Но Ван Линг все еще в ярости и продолжает атаковать теневую леди-босса, разгневанной смертью солнечной девочки. Тогда Лягушонок 2 останавливает время, но Ван Линг вырывается из его хватки и продолжает атаковать теневую леди-босса в воздухе, заставляя ее тоже остановиться. Он выглядит как чудовище, его глаза горят красным огнем, и он продолжает атаковать, а теневая леди-босс насмехается над ним, издеваясь над его неспособностью защитить девушку солнца. В ярости Ванг усиливает натиск и собирается нанести последний удар. Но вдруг он останавливается, даже когда теневая леди-босс умоляет его прикончить ее. Он вспоминает, как они с девушкой солнцем проводили время вместе. Он подходит к телу девушки солнца и обнимает ее. Он пытается использовать свой великий трюк с восстановлением, но ничего не получается. Лягушонок тоже говорит ему, что теневая леди-босс ударила ее с такой ненавистью, что дух девушки солнца разорвался на части, и даже Ванг не может ее спасти. Но он замечает, что она еще теплая и дышит. Лягушонок объясняет, что это потому, что он остановил время, и девушка солнца все еще жива. Но если снять заклинание, она исчезнет навсегда. Чувствуя себя беспомощным, Ванг плачет и говорит лягушонку, что должен быть другой способ спасти ее. Лягушонок говорит, что единственное, что он может сделать, это помочь ему навсегда остановить время, чтобы она сохранила хоть немного жизненных сил, которые у нее остались внутри. Ванг понимает, как одиноко ему будет без нее, и заявляет, что использует всю свою духовную энергию, чтобы спасти ее. Лягушонок предупреждает, что это уничтожит мир, но Ванг настаивает, что он перезапустит мир снова. Ванг Лан
уже перезапускал мир 4 раза, и каждый раз он надеялся, что все вернется в исходное состояние, включая то, что девушка будет жива. Но сколько бы раз он ни перезагружал мир, девушка Солнца оставалась мертвой. Дух его меча присоединяется к нему и говорит, что жизненная сила Сангерл разбилась на осколки, и никто не сможет вернуть ее к жизни. Несмотря на это, Ван продолжает попытки перезапустить мир, но Фроги тоже говорит ему, что это бесполезно. Результат будет один и тот же, сколько бы раз он не перезагружал мир. Ван в отчаянии кричит и жалеет, что не убил босса Тень раньше, тогда бы какая-нибудь девушка была бы жива. Фроги объясняет, что теперь, когда он остановил время, они могут подумать, как все исправить. Он спрашивает, как Ван управляет временем, и Фроги объясняет, что его особая способность преобразовывать духовную силу в ускоряющий луч. Это позволяет духовной силе в их телах ускоряться до скорости света, сохраняя мир относительно неподвижным. У Вана появляется идея, и он спрашивает Фроги, смогут ли они вернуться в прошлое, если будут двигаться быстрее света. Фроги соглашается, но предупреждает, что для этого потребуется огромное количество духовной силы. Ван говорит, что он может это сделать, и Фроги предупреждает, что это противоречит законам природы. Но Ван настроен решительно и хочет спасти Сангерл. Поэтому он объединяется с Фроги, и они вместе отправляются в прошлое. Внезапно Ван оказывается в первый день учебы в старшей школе, когда старшеклассники начинают его задирать. Но на этот раз его защищают от хулиганов Чан и Го, а не какая-то девушка, и он отдает им $10, удивляясь, зачем он это сделал. Еще одной девушки нет в классе, и он не может ее вспомнить. Но каждый раз, когда он видит там Сун, он испытывает сильные эмоции, хотя и не понимает почему. Он бежит за машиной, думая, что узнает ее, но Сун там нет. Вместо нее он видит Тан и Сиабей. Куда бы он ни пошел, ему кажется, что кого-то не хватает, и у него бывают моменты дежавю. Новый мир кажется таким же, как и раньше, но без нее. Хотя Ван Лан наслаждается мирной жизнью, о которой всегда мечтал в новом мире, реальность такова, что когда трюк Вана с пространством и трюк Фроги с временем совпали, произошло вливание большого количества духовной силы, создав новый мир без Сун. Этот новый мир постоянно поглощает все из старого мира, кроме нее, что в конечном итоге приведет к разрушению старого мира. Время идет, и кажется, что никто из старого мира не может это остановить. Но когда уже кажется, что ничто не может предотвратить разрушение, душа Санберла попадает в подземный мир. Слуга подземного мира приводит ее к новому хозяину, объясняя, что у них проблема. Хозяин подземного мира сразу же узнает в ней дочь группы Цветок-фрукт Водная завеса, потомка бывшего хозяина подземного мира. Поняв это, новоиспеченный хозяин пугается и решает отправить ее обратно, пока Хуан не уничтожил все 3 мира. Тем временем в новом мире Ван и его класс посещают небесный рай. В пещере предсказаний их гид Чжоу, и все пытаются испытать удачу, но Ван чувствует, что что-то не так, и решает попытать счастье. К всеобщему удивлению, пещера с сокровищами разрушается. Пока они продолжают развлекаться на аттракционах и играть в райском саду, Ван Линг страдает от дежавю. Чан и Го замечают, что он ведет себя странно, и Ван говорит им, что чувствует, будто уже был здесь с кем-то особенным. Они напоминают ему, что они здесь, чтобы веселиться, и просят его не переживать так сильно. Они все вместе поднимаются на колесо обозрения. На колесе обозрения Ван Линг наконец-то не выдерживает и понимает, что кого-то важного здесь нет, и воспоминания о солнечной девочке заполняют его разум. Тем временем в реальном мире солнечная девочка просыпается и видит дух меча Вана. Она спрашивает его, что произошло, и он рассказывает ей обо всем, что случилось до этого момента. Он говорит ей, что если они не разбудят Вана в реальном мире, то этот мир скоро будет уничтожен. Солнечная девочка решает спасти мир и будет Вана с помощью Форда и его духовной силы из нового мира, который он случайно создал. Ван наконец-то понимает, что произошло, и вспоминает солнечную девочку. Он понимает, что был в другом мире, который он случайно создал. Вырвавшись из нового мира, он воссоединяется с девушкой в их реальном мире. На этот раз, когда Ван возвращается во время соревнований, чем захватывает алтарь металла, появляется замаскированная под Бифен леди босс теней. Он побеждает ее, прежде чем она успевает навредить солнечной девочке, и они наконец-то выигрывают соревнования, спасая солнечную девочку. Однако солнечная девочка ничего не помнит до этого момента, и мы возвращаемся в то время, когда Ван и солнечная девочка должны сделать выбор, чтобы спасти мир. У Вена есть возможность вернуться в прошлое и остановить женщину теневого босса, но это значит, что солнечная девочка забудет о том, что они спасли друг друга. Солнечная Рон уверяет Вена, что даже если она не вспомнит, как они спасали друг друга, ее чувства все равно приведут ее к нему. Когда время возвращается назад, Вен побеждает женщину теневого босса, и все идет своим чередом. Лягушонок тоже спрашивает его, рад ли он такому исходу, зная, что солнечная девочка не вспомнит, как он спас ее.